За прошедшие сутки сирийской правительственной армией были освобождены от террористов еще 5 кварталов в восточной части города Алеппо. Таким образом, сирийские власти полностью контролируют 96% территории города Алеппо, а общая площадь кварталов в восточной части города, где остаются боевики, не превышает 8,5 квадратных километров. С начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо офицерами Российского центра примирения враждующих сторон из восточных районов города выведено уже более 100 тысяч мирных граждан, в том числе 40 484 ребенка. Все они размещаются в гуманитарных центрах, обеспечиваются горячим питанием и продуктами. Более 5100 жителей вернулись в свои дома в освобожденных кварталах из западных районов города. Российским центром примирения за последние сутки в город доставлено 78 тонн гуманитарной помощи, продуктов питания, воды, предметов первой необходимости, медикаментов, палаток и теплых вещей. Сложили оружие и вышли в районы, контролируемые сирийскими властями, 2215 боевиков. В соответствии с принятым решением президента Сирии, 2137 боевиков амнистированы. В отношении других проводятся проверочные мероприятия. Военнослужащие Российского международного противоминного центра продолжают гуманитарное разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части города Алеппо. В настоящее время нашими военнослужащими разминировано более 31 гектара городской территории, 18 километров автодорог, обнаружено и обезврежено 1389 взрывоопасных предметов. От взрывоопасных предметов полностью очищено и восстановлено 37 объектов социальной инфраструктуры Алеппо. Часть этих объектов, больницы, мечети, а также школы, боевики использовали как пункты управления, склады боеприпасов и цеха по производству самодельных ракет. А при отступлении заминировали их. Теперь в обстановке в районе населенного пункта Пальмира. Пользуясь тем, что активные боевые действия Соединенных Штатов Америки и международной коалиции в районе Раки были приостановлены до весны, ИГИЛ перебросила значительные силы на штурм Пальмиры. Около 4000 террористов с техникой, танками, БМП, джипами с крупнокалиберным вооружением стремительно переместились из районов города Дер-эз-Зор и Рака к Пальмире, куда они ранее беспрепятственно вышли из иракского Мосула. Расстояние от города Ракки до Пальмиры составляет около 200 километров. От города Дер-эз-Зор до Пальмиры около 180 километров. На протяжении последних 2 суток боевики террористической группировки ИГИЛ предприняли несколько атак на позиции сирийских войск в районе Пальмиры. Наступление террористов на город осуществлялось по 3 направлениям – с севера, с востока и юга. Общее количество наступавших составило более 5000 боевиков. Хочу подчеркнуть, такой группировки террористов до прошлого четверга вокруг Пальмиры не было. Очевидно, что игиловцы сосредоточились у Пальмиры, будучи уверенными, что боевые действия в Раке не возобновятся. Первые 2 мощные атаки при поддержке российских воздушно-космических сил сирийскими войсками были отбиты. Боевики активно применяли начиненные взрывчаткой автомобили со смертниками, бронетехнику и реактивную артиллерию. Авиация ВКС России еще на подступах в Пальмире нанесла 64 воздушных удара по скоплениям, позициям и выдвигающимся резервам боевиков. Было уничтожено 11 единиц танков и БМП, 31 оснащенный крупнокалиберными пулеметами автомобиль, а также более 300 боевиков. С наступлением сумерек игиловцы, применив с одного из направлений автомобиля, начиненные взрывчаткой со смертниками, не считаясь с большими потерями, прорвали оборону и сумели закрепиться на окраинах города. Авиация воздушно-космических сил России по жилым кварталам Пальмиры ударов не наносила и не наносит. Пользуясь этим, боевики усилили свои атаки. В сложившейся обстановке сирийские войска, эвакуировав население Пальмиры, оставили город и заняли позицию на его подступах. Власти республики сейчас предпринимают все меры для освобождения города в самое ближайшее время. Данная атака игиловцев на Пальмиру в очередной раз показала, что террористы не должны иметь малейшей возможности для передышки, которые они всегда используют для перегруппировки и нанесения внезапных ударов. Давление на террористов для сковывания их действий с последующим уничтожением должно осуществляться на всех направлениях, где бы они ни находились – в Сирии, Ираке или других странах. Только такими совместными усилиями всех стран, кто заинтересован в истинном уничтожении международного терроризма, можно добиться окончательной победы над этой чумой 21 века.